Вот один из таких крупных вопросов – это вопросы, связанные с разделением процедуры регистрации лекарственных препаратов и процедуры получения разрешения на проведение клинического исследования. У нас в стране сложилась уникальная ситуация. У нас, наверное, единственная страна, где эти две процедуры являются одной процедурой. То есть ты для того, чтобы получить разрешение на проведение клинического исследования, даже первой фазы, должен составить практически полное регистрационное досье с противопоказаниями, с показаниями к применению, с дозировками, да, а после этого приступить к первой фазе. Понимаете, выглядит это странно. Вот. И мы как бы об этой странности всегда говорили. Нам в ответ Министерство здравоохранения говорило, ну у нас же там поэтапная система, можно на разных этапах. Правда, это практически мало где закреплено, и время от времени, значит, регистрационный орган начинает требовать все-таки полное досье, понимаете, как бы при запросе разрешения на клинические исследования. Но вообще это тяжело объяснить, понимаете, людям профессиональным, вот, да, потому что они не понимают, для чего это все делать. Вот. И сейчас, когда на площадках там, Евразийского экономического, значит, совета обсуждаются вопросы регулирования, да, фармацевтических лекарственных препаратов, и в том числе в связи там, с вопросами, связанными с ТРИПСом, с соблюдением наших обязательств по ТРИПСу, да, мы все-таки, у нас есть такое ощущение, впечатление, что мы договорились с Министерством здравоохранения, что мы сейчас ко второму чтению разделим процедуру, значит, получения разрешения на клинические исследования и процедуру регистрации лекарственных препаратов. Почему? Ну, потому что вопросы клинических исследований – это вопросы науки, научного поиска, понимаете? А вопросы регистрации – это вопросы, когда уже научный поиск уже решен, осталось только коммерциализировать результаты этого научного поиска. Да? Запросов на клинические исследования может быть сотни. Понимаете? Из них только 2-3, там, не знаю, там, по статистике приводят к коммерциализации продукта. Да? И в этом смысле не нужно как бы усложнять этот научный процесс. Да, и не нужно усложнять процесс разработчикам. Наоборот, мы должны их стимулировать, как бы, да, тем более в Российской Федерации. А то у нас до смешного доходит, у нас российские компании клинические исследования проводят за пределами Российской Федерации. Потому что понятно, что а при этом иностранные компании имеют возможность без формирования полного досье проводить у нас клинические исследования. В рамках многоцентровых клинических исследований им не нужно формировать, понимаете? Кроме разделения процедуры регистрации и получения клинических исследований, еще мы договорились о таких важных определениях, как инновационный лекарственный препарат. Речь идет о чем? О том, что у нас в 61-м законе было определение оригинальный лекарственный препарат. Но определение оригинальный лекарственный препарат – это определение маркетинговое, оно не отражает сути и состояние этого лекарственного препарата в системе обращения лекарственных препаратов. Да? И поэтому, плюс еще в этот маркетинг очень много вкладывали фармацевтические компании. У нас в том числе, почему не происходит переключение потребителей после возникновения воспроизведенных лекарственных препаратов на воспроизведенные лекарственные препараты, да, которые более дешевые. Именно потому, что фармацевтические компании на протяжении 20 с лишним лет втолковывали совершенно неочевидную, значит, идеологему о том, что оригинальное — это всегда более качественное и эффективное, нежели дженериковое и воспроизведенное. Это не так. В реальности, значит, если компании соблюдают требования GMP, то наоборот, зачастую, не то что зачастую, а практически всегда воспроизведенные лекарственные препараты с точки зрения профиля и эффективности и безопасности более лучше, нежели оригинальные, просто по одной простой причине, что за время тех лет, пока длился патент, были новые технологии, новые разработки, и те, кто воспроизводит лекарственные препараты, они уже с этим учетом делают эти воспроизведенные аналоги. Производственная технология, да, они улучшаются, лучше смеш, лучше очищается, как бы, да. Вот.
А у нас в стране и это не то, что в нашей стране. На самом деле во всех странах мира компании-оригинаторы пытаются дискредитировать дженериков. Это основной тренд и линия борьбы с дженериками. Пытаться рассказать о том, что они неэффективные, значит, менее эффективные, менее безопасные и все такое прочее. Мы в этом смысле договорились с Минздравом, что мы определение оригинальных убираем совсем из 61-го закона с тем, чтобы не создавать вот эту вот недобросовестную конкуренцию на рынке. А какие остаются? Да, значит, потом мы предложили инновационные лекарственные препараты, но та дискуссия, которая сейчас состоялась в Минздраве, вместе с Минздравом, мы пришли к выводу о том, что инновационные лекарственные препараты мы пока не готовы, вот именно как инновационные лекарственные препараты, чья молекула охраняется патентом, вводить, потому что у нас достаточно сложное законодательство об интеллектуальной собственности, и которое очень тяжело воспринимает такого рода конструкции. Поэтому мы сейчас, это такой хороший компромисс, договорились о том, что у нас будет референтный лекарственный препарат. Это лекарственный препарат, зарегистрированный по полному досье, в досье которого есть и результаты доклинических исследований, клинических исследований. И третий вопрос, который связан с этим, да, мы договорились о том, что объем вот этих вот исследований клинических и доклинических, да, которые будут содержаться в регистрационном досье, он будет гармонизирован с европейскими требованиями. То есть с точки зрения доказательности, научности и объективности требования будут резко расширены. Вот. И в этом смысле у нас сейчас будут, естественно, референтный лекарственный препарат, воспроизведенный лекарственный препарат.